России как колонии запрещено иметь национальный бизнес. Что это означает? Это означает, что в России нет ни одного крупного предпринимателя. Ну, например, возьмите список Forbes из предпринимателей с российскими паспортами. Там 101 человек. Они все являются иностранными предпринимателями, хотя у них могут быть российские фамилии, и даже у части из них есть российское гражданство, даже, может быть, у большинства, но обычно наряду с гражданствами других стран. Но это иностранные предприниматели. Ну, например, возьмем мы Дерибаску. Он гибралтарский предприниматель, владеющий, как гибралтарский предприниматель, заводами в Сибири и русалами, большим количеством предприятий в России. Но при этом это предприятия принадлежат иностранной компании, возможным владельцам, потому что нет документов подтверждающих, которые являются там, в данном случае Дерибаска. И это касается всех 101 предпринимателей из списка Forbes. И вообще-то это касается тысяч предпринимателей крупных, которые, может быть, и в список Forbes не попали, но они все равно обязаны работать по этой технологии. То есть они обязаны уехать за рубеж, и тогда только из зарубежной юрисдикции они могут управлять российским имуществом и заниматься в России бизнесом. То есть Россия, как колония, запрещено иметь национальный, крупный и часть среднего бизнеса. Просто это абсолютно жесткий запрет. Но поскольку этот бизнес существует, он просто иностранная юрисдикция, он собирает в России прибыль, ведет коммерческую и хозяйственную деятельность, и объемы средств, которые он получает от этой деятельности, по американским официальным оценкам, можно посмотреть их, оценки опубликованы месяца 2 назад, составляют где-то 500 миллиардов долларов в год. Эти все 500 миллиардов направлены в иностранные компании, как владельцы российского бизнеса, и, следовательно, это тоже можно вполне отнести к технологии Дании. Соответственно, добавьте еще где-то миллиард долларов в день с небольшим вот на эту технологию. То есть уже возникает где-то мы приходим по 2 миллиарда в день выплаты Дании. К этому добавьте, России запрещено иметь национальный инвестиционный механизм. Что это означает? Например, если мы возьмем Германию, Францию, Италию, ну, европейские страны, Америку возьмем, Японию, у них существует право на национальный инвестиционный механизм. Это значит, что они, выпуская национальную валюту, ну, например, евро, Европейский центральный банк, который делегирован это право всеми странами Евросоюза, выпускает национальную валюту, в данном случае евро, он эту валюту направляет не на покупку иностранной валюты, как мы, на бирже, а направляет на инвестиции через национальную банковскую систему. В данном случае систему банков Европейского Союза. Что это значит? Это значит, что те деньги, которые имитирует Европейский Центральный банк в масштабах всей Европы, это большие деньги, все направлены в банковскую систему, и дальше банковская система их направляет в экономику, в промышленность, в качестве инвестиций, инвестиционного механизма. Об этом в том числе наш президент подробно говорил в послании. И, соответственно, Европейский банк может обеспечить кредитование национальных банков европейских под ставку 0,5%, то есть 0,5%. Американцы критикуют свою экономику ФРС под 0,25%. Японцы кредитуют свою экономику под 0%. А дальше уже национальная банковская система эти деньги направляет на инвестиции, просто кредитуя промышленность, экономику своих стран, и в том числе и других стран, я имею в виду и Россию. То есть технологически мы вообще не имеем права строить наши предприятия, кроме небольшого процента так называемого ручного управления через госбанки, но он составляет 10%, не больше. Мы не имеем права вообще строить на российском земле заводы и предприятия без иностранного кредитования. Это тоже условие, которое характерно только для колоний и только для стран-вассалов. И этого условия для суверенных стран не существует. Для России оно существует. Совокупно этот механизм является, во-первых, тоже сборщиком дани, потому что мы направляем денег за рубеж, оттуда нас кредитуют под проценты, получают за это деньги. Но кроме того, это фильтр. Этот фильтр, по нашим расчетам, означает, что в России строится предприятие раза в 4 меньше, чем могло бы строиться, если бы эти деньги были напрямую направлены, например, как в Европе, на иностранное инвестирование. То есть через российскую систему банков, как это делает европейская, или американская, или японская, или английская, или все остальные системы, или китайская, например. Вот это тоже существенное отличие в плане суверенитета Российской Федерации, связанное с выплатой дани и с ограничениями развития. Если мы по совокупности посмотрим экономику страны, мы увидим, что коэффициент нашего суверенитета таков
в силу запрета на национальные бизнесы элиты, в силу запрета на национальный механизм инвестиций, в силу запрета фактически на национальную валюту, потому что рубль привязан напрямую к доллару, и к России вообще нигде никаких показателей не имеет. В силу того, что российский центральный банк не имеет права поддерживать национальную экономику по законам и Конституции, а, например, европейский или американский ФРС обязаны поддерживать национальную экономику. Вот совокупность вот этих указаний, запретов, ограничений, в том числе конституционного характера, приводит к тому, что наша экономика работает 24 раза хуже, чем она могла бы работать, если бы у нас был статус суверенитета, например, как во Франции или как в Германии. Соответственно, 24 раза это очень существенно. Это означает, что мы бы могли жить раза в 2-3 лучше, чем, например, французы или немцы, и, кроме того, поднять Сибирь и решить многие стратегические задачи. Потому что коэффициент 24, в нем и погружены и уровень жизни, потому что жизнь основана на экономике страны, и инвестиционные механизмы, и логистика, и многие-многие другие, и культура, что очень важно, потому что Россия традиционно страна культуры, это ее сильная сторона исторически. А на все это не хватает, попросту говоря, денег, потому что эти деньги отправляются напрямую как данники, направляются напрямую победителям 1991 года, то есть внешней системе управления, то есть фактически оккупантам. И Соединенные Штаты, и их союзники. Это вот в сфере экономической.